Всем хаюськи, с вами Харитоська, и вы на канале Великолепной Эры. У нас сегодня полуфинал. Сражаться сегодня будут нежданчики против бандитов нового века. Да начнется жара, ведь именно сегодня определится главный соперник в финале против Меоманиакс. Бандиты заняли синюю зону, а Эры забрали красную, их родную зону. Синие открывают бан, в который тут же отлетает Эсмеральда. А Луи, похоже, забыл выгулить попугая и тоже покидает поле боя, уходя в бан. Бандиты схватили Алдоса, мешая ему пройти на матч, и отправляют его в бан. А Вейл, случайно, неожиданно, нежданно-негаданно улетел от собственного торнадо куда-то вдаль, тоже по факту отлетая в бан. И вот первые пики. Бандиты забирают Грейнджера, что подобает любому гангстеру. Нежданчики пикают Ангелу и... Баксия! Убойная комбо против любой толпы. В команду синих уходят Кадита Рыбка и Франко, Грозовой Крюк. Ох, это будет водное электрошоу. О. Третий пик перед банами у красных становится Гвиневра. Нежданчики блокируют костюм Иксберга, и тот уходит в бан. Бандиты словили Ланцелота, связали и тоже отправили к Иксбергу в бан. И вот, последние 4 пика на этот бой. Первый пик нежданчиков — Чонг. Бандиты берут двух легендарных и убойных миледи — Мию и Кармилу. Бабадук вновь не знал, кого выбрать, но, впрочем, как и в прошлых боях. Это уже его привычка. Последний пик на сегодняшний бой — это Леоморд. Мне вновь кажется, что нежданчики, как и бандиты, пойдут по тактике 1-3-1. Но даже так, мои тактики, как эпика, таковы. Все равно меня никто не послушает. Кармио против Гвиневры или Чонга на опыт, Ангела пойдет против Рыбки на мид. Да, Рыбки именно. А Грейнджер с Лео уйдут в лес, да по кустам. Все, мое мнение высказано, ждем игроков. И вот, нас вновь встречает голос MLBB, а игроки бегут по местам. Мои предположения практически оказались верными. Чонг ушел на линию золота, к нему скоро вот на подмогу прилетает Бакси, Ангела на миду, а Гвин против Кармилы. Кадита припугивает Ангелу, но какое-то пластиковое. Да, я уже начал заговариваться. Она воды не боится, и так как сделана из пластика. Тем временем на линии золота Чонг пытается быкануть, но что-то не шибко получается без рывков. И вот, он докачался до рывков, делает рывок на Франко и Мию, ударил их и успел сбежать под башню, а у него оставалось очень мало здоровья. Тем временем Кадита, словно рыбка, продолжает булькать на реке, пугая Баксия, который инициирует первую массовую стычку. Его окружают, но своевременная помощь спасает его, и Леоморд делает первый фраг этого боя. Но Кадита нагоняет Баксия и убивает того, не давая никому ее поймать. Но так как у Леоморда появилась ульта, тот беспощадно делает даблкилл. Гвиневра начала с левого погоню за Кармилой и утаскивает из-под носа Леоморда триплкилл. Немного обидно, как по мне, ну да ладно. Главное, что у них появилось преимущество в золоте. Ангел бежит на мид против Франко, на помощь резко вылетает Бакси и отпугивает вражеского танка. Леоморд помотался возле синего бафа врага и уполз на мид, а после к своему красному бафу. Кадита вновь пугает Бакси, который стоит против нее на миду.
Но она же, наверное, забыла, да, что черепаха — это житель воды. А Кормила Гвиневра держит расстояние, словно боятся ковида. Держим дистанцию. Ковид — страшная вещь. Линия золота куда живее. Чон культует и убивает Мию, а Лео получает серию убийств. Гвиневра начала воевать за черепаху, и ей удается ее и убить, и ее, и параллельно с этим поймать Грейнджера за хвост, добивая его. Однако Кадита ловит прыгунью, а Кормила совершает даблкилл, убивая на месте с Гвин Ангео. Лео врывается в бой с и лошадью совершает мегакилл. Бакси лезет под башню за Кормилой, но погибает, давая шанс Леоморду, и тот убивает, неся месть и правосудие, и становясь неудержимым бойцом. Ангео защищает Мид от Кадиты, а Чонгу влетает уйма урона, и он погибает от руки Мии. Линия золота начала защищаться Баксием. И после прибегает Леоморд. А на миду Кадита убивает Ангео. Бакси снова рискует и проигрывает, но Леоморд совершает даблкилл, сначала убив Грейнджера, а потом и нагнав Кадиту, насадив рыбку на шампунь. Кормил ловит Лео, и тот не выдерживает натиска даже с Ангеой на плечах и погибает. Франко ловит Ангелу, и Кормил получает даблкилл. А Чонг мстит за себя и убивает Мию на линии золота, пока Франко был увлечен Ангелой. Испугались? Обоссался. Что сделали? Обоссался. Бакси и Леоморд вновь врываются в бой. Кадите почти удается их обвести, но Ангела убивает ее, спасая обоих союзников из-под башни. Идет только 7-я, нет, уже почти 8-я минута матча, а счет 9-12 в пользу Эры, у которых все тот же отрыв 700 золота. Пока Лео забирал синий баф, преступники забрали черепаху. Гвиневра прыгает, ловит Кормилу и ультует в нее, но не может ее убить, так как не хватает мощности.
Чонг рвется в бой, ломает башню и, ультуя, пугает Мию Франко, резко отступает. А те решили переползти на мид, где крипы ломают первую башню. А Грейнджер врывается в бой и ломает первую башню на линии опыта вместе с Кармилой. И начав зажимать Гвиневру, она становится мертвой при помощи Кармилы. Но тут же врывается Леоморд. Он дает мощный пинок Кармиле под зад, и та улетает вновь на фонтан. Грейнджер постепенно становится ближе к Леоморду. Леоморд догоняет, бьет, но Ангела забирает фраг себе. Ишь, какая жадная, жадная. Мия, Франко и Кадита встали в засаде, и их пытаются убить, но Кадита вырывается из засады, убивает Бакси, но после Леоморд догоняет и мстит, получает трипл килл. Чонг почти пробил всю линию золота, но пришла Кармила. Вторая башня на миду была сломана. Эра решила пройти напролом, но проиграл, потеряв главного героя данной игры — Леоморда. Мия убивает Чонга, и Эра попала в западню преступников. Бакси и Ангела кое-как уходят с поля боя. А тем временем на линию золота уже решили трое из бандитов почистить. Чонг врывается, ультует и убивает Миб. Буквально за несколько секунд Франко был убит Леомордом. Но Кармила мстит за Мию, убивая Чонга. Грейнджер пытался сбежать, но Леоморд с Ангелой не позволили. Фраг достается Ангеле. Кармила старалась стоять, но Ангела ее тоже добивает, подбивая уверенность антихилом и зарабатывая даблкилл. Идет 11-я минута боя, счет 14-21 в пользу Эры, у которой уже отрыв на 3300 золота. Пока синие восстанавливаются, а красные убивают лорда и расходятся, чтобы не стать жертвой бандитов. Лорд идет по линии золота, и его останавливают, а Гвин рушит вторую башню на опыте. Лорда убивают, и они вновь пытаются атаковать штурмом, но резко передумали и отступили, что, кстати, является разумным ходом.
Их пытаются запугать, но это очень слабо получается у бандитов, и Эра нагло забирает синий баф. Пыталась забрать синий баф, правда Гренка хитрее, и при помощи тайминга и возмездия хватает баф и забирает его себе. Team turret has been destroyed. Blue team hero has been slain. Red team hero has been slain. Начинается миду очередная стычка, которая почти вся команда синих умирает, Леоморс врывается в бой, и Кадита убивает Чонга. Похоже, Эра хочет забрать второго лорда. Франко лезет, врываются другие союзники синих, и начинается бойня, где все бандиты погибают, а Эра забирает себе второго лорда. Я так понимаю, это абсолютная победа, так как бандиты вообще не смогли реабилитироваться, а их уже штурмуют по всем трем линиям. Blue team base turret has been destroyed. Blue team base turret has been destroyed. Победа нежданчиков! Ну что же, Меомэниакс, готовьтесь сразиться в финале с нежданчиками, а с бандитами, к сожалению, мы прощаемся. Удачи им на следующих турнирах. Ну что же, с вами был Харитосика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы еще с вами услышимся.